Приветствую вас, милые девушки, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Екатерина Дударь. Я сегодня хочу показать вам, как же правильно выполнять технику центрального жгута или, как она называется в йоге, Наули Крия. Это такая вакуумная техника, при помощи которой мы можем избавиться от множества проблем, таких как недержание мочи, опущение внутренних органов, низкая вагинальная чувствительность, сниженная либидо, профилактировать все наши болезни пищеварительного тракта. С помощью этой техники мы можем совершать просто колоссальный вакуумный массаж всех наших внутренних органов. Итак, давайте начнем. Поехали. Техника Наули Крия. Что это такое? Как она выполняется? Давайте смотреть. Что же такое центральный жгут, где его нужно искать, как его правильно выполнять и вообще, что это такое, что он из себя представляет. Центральный жгут представляет собой вычленение прямой мышцы живота. Прямая мышца живота у нас крепится от центра грудины к лобковой кости, вертикально вот проходит. И поэтому, когда мы научимся ее вычленять, да, и выдвигать вперед, таким образом, у нас получится, что выйдет наш центральный жгут. Потом в дальнейшем можно научиться им совершать вращение вправо или влево. Также по задней стеночке им водить или по передней. Лучше всего центральный жгут осваивать в позиции так называемой рыбака. Это классическая позиция для вакуумных техник. Вакуумные техники легче всего поддаются именно в этой позиции. Давайте пробовать с нее. Итак, что же мы делаем? Мы становимся на ножки. Ножки у нас располагаются, стопы располагаются на ширине тазобедренных суставов. В коленках немножко мы присогнули ножки и ручками хорошо-хорошо упираемся в колени. Вот это вот наша классическая позиция рыбака. Итак, для того, чтобы нам сократить центральную мышцу, да, которая крепится у нас, как мы уже знаем, от грудины до лобка, вот путем вот такого вот подворота таза, вот это, посмотрите, пожалуйста, пространство у нас становится меньше, да? Соответственно, эта мышца у нас сокращается. И если в этот момент мы добавляем хороший упор ручками в голени, да, подворачиваем таз, мы сокращаем эту мышцу, и в этот момент, внимание, мы не напрягаем живот, мы его наоборот расслабляем. Вот как будто при Агнисарадхаути Крия, полоскалке животом, да, вот мы выбрасывали живот, вот точно так же мы делаем наули на расслабленном животике, только мы делаем это как будто в 10 раз медленнее, чем Агнисарадхаути Крия. То есть мы медленно как бы вываливаем живот. В этот момент мы его догоняем тазом, вот этим подворотом таза, этот расслабленный живот, мы сокращается мышца, прямая мышца живота, и формируется центральный жгут, и выдвигается он вперед. Потом мы таз уводим назад, центральный жгут мы увлекаем обратно в вакуум. Опять подворачиваем мы таз, да, вычленяем эту мышцу прямую живота и уводим таз назад, жгут прячется в вакуум. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит. И не расстраивайтесь, если у вас не получится с первого раза. Главное, пробуйте, и у вас обязательно получится. У кого-то получается со второго раза, у кого-то с третьего, у кого-то через 2 недели, а у кого-то через месяц, но обязательно получится, потому что получается у всех. Итак, освоив центральный жгут, да, выбрасывание центрального жгута, потом мы можем переходить к полуволнам вправо или влево, и также полным вращением вправо и полным вращением влево. Как это делается? Смотрите, мы можем для начала при выполнении центрального жгута как бы вес немножко переносить на одну ножку и потом переносить вес на другую ножку. Когда мы переносим вес тела на одну ножку, и в этот момент мы
Вычленяем центральный жгут, и он как бы смещается в эту сторону, на которой у нас упор на ножки. Потом мы его обратно увлекаем в вакуум, переносим вес тела на другую ножку и выдвигаем центральный жгут. И он смещается в противоположную сторону. И таким образом мы переносим вес с ножки на ножку, и наш жгутик также переносится то вправо, то влево. Посмотрите, пожалуйста. И не расстраивайтесь, если у вас не получится с первого раза. Главное, вы пробуйте, и обязательно получится. Пока центральный жгут еще не получился, вы его себе как бы визуализируете. Визуализируйте его себе, как вы им вращаете, как вы виртуозно его вычленяете вперед и убираете обратно в вакуум. Как вы им виртуозно вращаете вправо, как вы виртуозно вращаете им влево. И он обязательно не заставит себя долго ждать. С вами была я, Екатерина Дударь. Всем хороших, нескучных выходных. Всем всего доброго. И пока-пока. Увидимся.